31 августа 1988 года авиалайнер Boeing 727-200 авиакомпании Delta Airlines выполнял плановый пассажирский рейс 1141 по маршруту Джексон, Даллас, Солт-Лейк-Сити. На борту лайнера находились 108 человек. В 7 часов 38 минут рейс 1141 благополучно прибыл в аэропорт Даллас. Полет прошел нормально. Из замечаний по самолету было только одно – неработающий топливомер основного бака номер 1. Обслуживающий механик, поднявшись на борт лайнера и изучив его летный журнал, увидел запись о неисправном топливомере. Но согласно изданному в Delta Airlines перечню минимального оборудования, эксплуатация самолета с такой неисправностью разрешалась. В 8 часов 30 минут началась буксировка самолета согласно расписанию, а спустя 7 минут диспетчер руления аэропорта дал разрешение следовать к взлетно-посадочной полосе 18-я левая. Экипаж сперва запустил все 3 двигателя, но когда стало понятно, что вылет задерживается, командир отключил правый двигатель для экономии топлива. В 8 часов 57 минут, когда лайнер стал 4-м в очереди на вылет, бортинженер передал стюардессам, чтобы те подготовили салон к взлету, а командир воздушного судна дал команду перезапустить 3-й двигатель. Спустя минуту диспетчер дал команду рейсу 1141 выруливать на взлетно-посадочную полосу 18-я левая. Экипаж увеличил режим двигателей, при этом бортинженер не увидел, чтобы загорелся индикатор Autopack Trip. Но так как работа этой системы при взлете не требуется, то он не доложил об этом командиру. Сам пробег рейса 1141 по полосе проходил нормально, вплоть до подъема передней стойки шасси. Но едва самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, внезапно раздались, словно 2 взрыва, после чего самолет дернулся, как будто двигатели перешли в режим реверса. Затем авиалайнер начал входить в неконтролируемый крен вправо, и пилоты ничего не могли с этим сделать. Со слов авиадиспетчеров на вышке, которые наблюдали за взлетом, самолет взлетел под крутым углом тангажа. В каком положении во время взлета и во время катастрофы находились закрылки, никто из наземных свидетелей не смог вспомнить, хотя позже один из выживших пассажиров рассказал, что во время взлета он взглянул на левую плоскость крыла и увидел, что ее задняя кромка не в виде прямой линии, из чего сделал вывод, что закрылки несколько убрались. Из-под задней части самолета появились искры или пламя, а крылья начали вибрировать из стороны в сторону, после чего снижающийся самолет исчез в облаке пыли. В 305 метрах от торца взлетно-посадочной полосы рейс 1141 врезался в курсовой радиомаяк полосы 18-я левая, а затем рухнул на землю и остановился в 975 метров от торца взлетно-посадочной полосы, врезавшись в забор. В результате столкновений самолет разрушился и загорелся. Весь полет лайнера с момента отрыва от взлетно-посадочной полосы до столкновения с землей продлился 22 секунды. На борту самолета погибли 14 человек, 12 пассажиров и 2 стюардессы. Среди погибших пассажиров был один, который сумел выбраться из самолета, но после вновь вернулся в салон, чтобы, вероятно, помочь жене и другим пассажирам, в результате чего получил тяжелые ожоги и умер через 11 дней. Расследованием причин катастрофы рейса 1141 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте. При чтении контрольной карты перед взлетом второй пилот на пункт закрылки сказал: 15 зеленым горят. Но если бы закрылки действительно были выпущены на 15 градусов, то самолет должен был оторваться от полосы при тангаже 8,6 градусов и скорости 266 км в час. Но фактически рейс 1141 оторвался от полосы только при тангаже 10 градусов и воздушной скорости 292 км в час, а весь взлет длился 22 секунды. После чего уже через 1,5 секунды после отрыва самолет, перейдя в снижение на скорости 298 км в час, ударился хвостом об огни радиомаяка на торцевой части взлетно-посадочной полосы. Такой взлет свидетельствовал о том, что подъемной силы для взлета самолета было недостаточно, а значит, закрылки на самом деле были убраны. Стоит отметить,
что Boeing 727 оборудован специальной системой предупреждения, которая выдает сигнал, если двигатели переведены на взлетную мощность, тогда как закрылки и предкрылки убраны. Но в данном случае эта система не сработала. Проводка привода механизации крыла была исправна. То есть, если бы рычаги закрылка в кабине действительно были установлены на положении 15 градусов, то и закрылки должны были выпуститься. Но этого не произошло. На основании этого следователями Национального совета по безопасности был сделан вывод, что второй пилот сказал про выпущенные закрылки на автомате. В ходе расследования следователи Комитета по безопасности задались вопросом, как опытный экипаж, командиром которого был пилот с 23-летним стажем, мог допустить такую ошибку. Но при прослушивании речевого самописца было обнаружено, что за несколько минут до взлета в кабине пилотов находилась старшая стюардесса, с которой пилоты вели посторонние разговоры, и которая ушла в салон только перед самим взлетом. Причем в основном болтал только второй пилот, а командира воздушного судна было слышно лишь изредка. И это несмотря на действующее правило стерильной кабины, которая запрещает за несколько минут до взлета и вплоть до набора высоты 3000 метров вести в кабине любые посторонние разговоры. А все переговоры между членами летного экипажа должны быть краткими и только по существу. Такие правила в авиакомпании Delta Airlines были доведены даже до бортпроводников. Но сотрудники авиакомпании это правило систематически нарушали, о чем знали даже в Федеральном управлении гражданской авиации США, но закрывали на это глаза. В результате из-за отвлечения на разговоры со стюардессой пилоты забыли про отдельные пункты контрольной карты перед взлетом, особенно про установку механизации крыла во взлетное положение. Окончательный отчет расследования NTSB был опубликован 26 сентября 1989 года. Согласно отчету, одной из главных причин катастрофы стала недисциплинированность командира и второго пилота, которые допустили взлет с неустановленными в требуемое положение закрылками и предкрылками. Другой причиной катастрофы стала неисправность системы предупреждения о невзлетной конфигурации самолета, которая не смогла предупредить пилотов об их ошибке. Сопутствующим фактором в катастрофе стали нарушения в самой авиакомпании Delta Airlines, которая со значительной задержкой внедряла необходимые изменения в руководство, правила, контрольные карты, а также в методики подготовки и проверки экипажей. Во многом это было вызвано значительными переменами, произошедшими после быстрого роста авиакомпаний и различных слияний. Самолет сгорел наполовину, его остаточная стоимость была оценена в $6 миллионов.